Я отправила вам 2 детей. Что я еще государству должна? Я за что пацаны гибнут? А им еще жить и жить им. А мы гордимся, мы не жалеем, что у нас пацаны такие. А тут нас, бурятов, и так мало. Это, считай, девушки-то наши за кому замуж-то выйдут. Я думаю, что это просто уничтожение северных малых народов идет. Почему Запад-то не воюет? А один вся Бурятия, Дальний Восток. Ощущение, что вроде пытаются нас, чтобы мы стали ненавидеть собственную страну. Ну такая вот война у нас, вернее военная операция. – 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации. На фронт призывают граждан в основном из самых бедных регионов. Один из них – Бурятия. В этой республике сложно найти город или село, куда бы не приходил груз-200. Еще до начала мобилизации Бурятия занимала 2-е место среди российских регионов по числу потерь на войне в Украине. Село Илька в Бурятии – малая родина танкиста Виктора Вторушина. Согласно официальным данным, он погиб в конце марта в Украине. Виктору было 26 лет. Это вот он у нас маленький, родился 3 месяца ему. Первая фотография его с игрушкой. Помогал всегда. Ну, в основном он любил вот эти игрушки, вот эти только пошли Дэнди, плейстейшены, вот это все танки ему нравилось, вот это стрелялки нравилось. Учился, закончил 9 классов, в школу здесь ходил. Пошел в железнодорожный колледж, поступил. 18 лет стукнуло, пойду в армию, мама, я в армию хочу по годам идти. Я хочу, мама, в армию. Пошел в армию. В армию он у нас отслужил. Все. Срочку закончил. В Чите был, Армении служил. В Армении служил. Танкистом пошел. Мама, я маленький, меня в танк взяли. Довольный, коренастый такой. В 14-м на 15-й год он ездил на этот Донбасс. Тоже так же в Ростов-на-Дону поехали. Тоже какая-то спецоперация, видимо. Да там же нелегально. Путин там даже сказал же, это нету наших войск там. Где-то в сентябре 2014 году он заключил контракт. И вот в ноябре сразу они туда поехали. Это получается, ему было 19. Позвонил. Мама, телефоны забирают. 3 месяца это меня не будет на связи. Через 3 месяца звонит. Мама, все нормально, еду домой. Приехал оттуда, посидевший такой маленько, плачет. Я говорю, сын, ты чего, мама, столько их там погибло, там столько пацанов погибло. Я говорю, ты не плачь, 3 года отходил. Ночами подскакивал, стрелял. Сыну, успокойся. Может быть, не пойдешь в армию больше? Нет, мама, я танк. Больше такого, мамы, не будет. Не переживай, мама. В августе, вот, в 21 году плакали с ним. Он говорит, мама, там опять что-то начинается, опять нас туда гонят. Может, сына это... Ну, мама, танки, мама, танки. Ну, как без меня? Говорит, мама. Вот в январе после Нового года приехал. 1-2. Грустный. Я говорю, сын, ну ты что, моя? Ну, поеду, мама. Да нормально все будет. Я победитель же, я же Виктор. Не знали, что так получится. Вот это вот он не бросил, не ушел. Он остался опять по контракту. И вот он. Ну, такой ребенок. Не знаю, воспитали, видимо, таких. А мы гордимся, мы не жалеем, что у нас пацаны такие. Драться хватит? Друг был у него,
который тоже погиб в марте. Витя его неделю возил в танке, чтобы украинцы тело не забрали. Витя, ты что сына возишь? В танке. Он говорит, мама, дозаправлять танк поеду. Неделю провозил, дозаправил танк. И Валерку Березовского, который с Иркутска, пацана отдал, чтобы маму украинцы не забрали. Это всю неделю возить, с трупом ездить. Я представляю, что там творится. Свидетельству о смерти написано, что погиб Украина Дмитриевка. Ну и там же он и потерялся. Командиры отправили колонну, говорит, ее всю раздолбили вообще. Они ехали после боеприпасами. первого боя помыться, побриться, видимо. Ну, не доехал он, не помылся, не побрился. Да ладно, хоть дома так. Некоторых вообще же нету. Клочья разрывать. Кого искать там? ДНК у меня взяли 26 мая. И вот и по ДНК вычислили только 17-го нам. Июня приехали, сообщили, что Витю вашего нашли, груз 200 едет. Вскрывали гроб, чтобы посмотреть, там не было левой руки и полголовы, телосложение его и ДНК Романка его. не видела, я один его видел. Я не стала смотреть, пусть он останется живым, потому что отцу тяжело, мужу тяжело, это все. И так перед глазами он стоит тут, как он его видел. Все, мы вскрыли, закрыли, привезли, хранили. 10 июля в Иволгинске простились с Денисом Цыреновым. Он погиб на войне в Украине. Денису был 21 год. Вместе с братом-близнецом Дмитрием они служили в 155-й бригаде морской пехоты. Ну, вот они с детства такие у нас были шебутные. Вот. Если Денис у нас куда-то уезжал, Димка сразу видно было, что он скучает, потому что постоянно ему названивал. Ты что, давай домой, хватит, сколько можно, туда-сюда. И у него аргументы всегда были. Надо маме тут помогать. А в армию так идти надо у нас. Законы-то какие теперь, на работу уже не устроишься. Фактически у них 5 июля, вот в этом месяце закончился, по идее, срочка должна была закончиться. То есть они даже срочку не дослужили, уже подписали контракт. И их туда сразу сказали, что буквально дня на 3-4 уходим, там на границе к Украине, и потом возвращаемся, и все, и мама, едем домой. Мы запросы-то везде писали, прокуратуру везде писали, Министерство обороны писали. Короче, ситуация такая, что в какие мы ведомства писали, 6 или 7 ведомств писали, везде один и тот же ответ. Ваше обращение перенаправлено командованию Тихоокеанского флота. Все. Мы везде ходили, к ламам, к шаману, все. Сначала нам говорили, что он живой, да, все нормально, такой он раненый. Когда нам сообщили, я говорю, нет, я поеду ДНК сдавать. Дали номер телефона майора, который там представитель от части в Ростове. Я ему позвонила, говорю, я вас очень прошу, приостановите отправку тела. Он говорит, нет, сегодня отправляю. Я говорю, приостановите, я приеду, я хочу сделать повторную экспертизу. Ничего я приостанавливать не буду, никто вам не будет делать повторную экспертизу. У нас Министерство обороны так уже потратилось на экспертизу. Мы через сутки были там, потому что только поезда ходят. Приехали, этот майор нас встретил, я на нем оторвалась, к полковнику пришли. Я говорю, сколько стоит это все? Для Министерства обороны это ничего не стоит. Я говорю, я заплачу, давайте повторную экспертизу, я заплачу. Не надо ничего платить. Вам же выплаты дадут. Я говорю, давайте я им их отдам. С условием, что вы мне ребенка живого. Я за обе экспертизы тебе заплачу. Сколько он потратил патронов там, от автомата, гранат, чего он еще там потратил. Технику изъездил, говорю, я все продам, я выплачу, только ребенка мне живого верните, мне больше ничего не надо. Я говорю, тело покажите. Он говорит, там нечего смотреть. Там действительно там опознавать нечего было. Билетов не было в Ростов. Мы вылетели с этим же военным бортом, с телами, короче. Было загружено 27 тел. Груз 200 шел, мы в Екатеринбурге приземлились 6, разгрузили. В Новосибирске 17, 2 в Улан-Удэ, 1 Чита, 1 Хабаровск ушел. Из Ростова каждый день отправляют эти борта.
сюда. Вот эти, груз 200 идет. Сколько уж они там загружают? И Димка говорит, я его чувствую. Нас поразило, когда вот привезли Дениса. Он стоит, подошел, здорово, брат. Вот, наконец-то ты дома. Долго, говорит, добирался. Стоит так молчит, да, я знаю, я сказал уже. Я всем сказал. А он нам сразу, когда приехал, сказал, вы не плачьте. Денис сказал, Дима, если со мной что случится, вы меня с улыбкой вспоминайте. Не плачьте, пожалуйста, только. Говорю, еще я удивляюсь, что у нас в республике народ молчит, что вот только погибших, никто не выходит, не протестует, ничего. Глава республики бездействует фактически, я считаю. И я так думаю, части все голые просто стоят. Ну, говорят же, в Кяхте тоже, говорит, уже никого не осталось, кроме срочников. А что эти срочники сделают, если так что-то случится? Срочники ничего не сделают, они ничего не умеют, и обучать, видимо, никто не собирается их ничему. Получается, ну, значит, Дальний Восток просто не нужен, надо, значит, его отдать китайцам. Видать, так хотят, говорю, сделать. Китайцы точно просто могут зайти, и все, и уже никто сопротивляться тут не будет. Некому будет сопротивляться, и нечем. Правили много. 11-я бригада, их практически вообще не осталось. Дима говорит, наша рота, говорит, сколько у них там рот? 110, он сказал, что ли, человек, 112. Он говорит, 60% нет. Если идти с такими неподготовленными, отправить туда пушечное мясо таких молодых ребят, да, это, мне кажется, это вообще, не знаю, каким умом надо было об этом думать, или как, или так было уверено руководство, что у нас все подготовленные, что ли, или что. Я не думаю, что они были подготовлены. Так, хоть и кричат на всех углах, у нас в армии все хорошо, да ничего там хорошего нет. Это пацаны, он рассказывали, которые там были, которые шли так же, как с Витькой шли они в танке. В танках ни связи, ничего, куда они шли танки не вообще. Стреляли, у Вити танк ездил, он здесь-то, говорит, мама, путно-то и не ездил, ломается. Ну да, ехал. Надо было сначала это все оборудование приобретать, а потом отправлять пацанов туда. Да, конечно, танки не подготовлены. Чего уж. Что теперь искать этих крайних? Да никто не виноват. А вообще надо было это все еще в 14-15 бомбить, а не ждать вот этого за 8 лет, когда они там нажились, обжились. Тогда надо было. Он знал это в августе еще. Да. В декабре это подтвердилось. Он говорит, мама, ну точно, он знал. Он знал, куда едет, он знал. Просто он не знал, что так вот все получится. Герои они все. Все герои молодцы, ребятишки. И кого нету с нами, и кто есть. И дай Бог тем детям здоровья, и мужьям, и братьям, чтобы приехали оттуда живые, чтобы все дождались, и матеря, и жены своих мальчиков. Мы за всех молимся. За своих молились и за всех молимся. Молодцы, правильно. Как без этого? Может, на кладбище съездим? Смотрите, мы ему дом сделали, там вчера памятник поставили. Вчера памятник. После гибели старшего сына Виктора в семье Вторушиных осталось двое младших детей – Вероника и Вадим. Вадим проходит срочную службу в российской армии. Вот у нас сын второй выучился на Макшвейдера, это геолог.
из профессии уняло. Я говорю, ты давай срочку дослуживай и иди по своей профессии. Он говорит, да не, мама, я на контракт подпишу. Подписал контракт. Он сам подписал, он даже не. Мама, я тоже хочу военным, как Витя. Ну, Вите же нравится, и мне. А доча все говорит, мама, я тоже пойду военный. У нас же будет танк 1 на 3. Витя, Вадим. И я, говорит, ну все, мечтает она. И мы Вите говорили, что мы тебе поможем, бросай этот контракт. Ну, ты что, не, мама, зачем? Самому все хотелось. Пенсию заработал родителям, как ни странно. Я, как мать, в 50 лет пойду по потере. Супруг пойдет 55 по потере. Кормильцы корочки нам дали. То, что вот потеряли мы сына. А что, в июле? В начале июля? В конце? Узнает наших героев. Это все равно пример. Из села Барун-Хасурта на войну в Украину отправились двое местных жителей – Баир Ринчинов и Жаргал Дашиев. Оба погибли. У каждого из них остались жены и несовершеннолетние дети. Вот Баир, вот Жаргал. Ага, вот хотим какой-то уголок придумать. Это уже рязкий знак. Ну, а сейчас дети уже говорят украинский. Похоже с цветами. Алло? Баира здесь хранили. Баир-то вообще, получается, вот 24-го началась спецоперация, 28-го он погиб. Он там кого-то подстрелили, видимо, он побежал помочь, а его снайпер снял. Мы его, тут всей деревни у нас в клубе, мы на стол накрывали, деньги собирали, ну мать-то одна. Ну как, у кого жена, 2 ребятишек маленьких. Я считаю, что все герои, кто там сейчас, особенно почему-то вот с Бурятии, что много вот это вот, непонятно почему. Тогда бы всех бы одинаково, а тут нас, бурятов, и так мало. Мы же малая нация вообще. А столько парней там погибло, это, считай, девушки-то наши, за кому замуж-то выйдут? Это бурятская нация-то что меньше станет? Ну что сделаешь-то? Граждане России, ну. Может быть, эти парни погибают, чтобы мы жили хорошо. Дай Бог, чтобы они не просто так погибали там, чтобы потом мирно жили дальше. Не за что пацаны гибнут. А просто почему? Потому что в деревнях без работы пацаны что делают? Контракт пишут. Да. А вот контрактор все оключил, а что там уже? Это ты обязан ехать или стрелять, или еще что-нибудь. Вот и здесь оттуда все и получается. Без работы куда деваться пацанам? А им еще жить и жить им. Один слово, можно сказать, только научились ходить, и уже его нету. А дома сын, дочь, семья ждут. Деньги надо? Надо. А больше что делать пацанам? Вот в прошлом году открытие. Год собирали средства. 110 тысяч это ТОСовские деньги. А остальное все деньги собирали люди, народ. Отдельно еще одну взяли плиту. И нам сказали, если что, можно снять, если что добавить, если вдруг еще кого. И это. И у нас даже с этой деревни есть родственники, живут на Украине. Но у них 2 брата здесь, да. Если бы они что, пойдут своих сестер стрелять, что ли? Война вообще непонятно.
Это Ладно, там Великая Отечественная тоже была, а сейчас... странно, можно что? сказать. Ну, Ну, еще не знаю даже, до чего это все. Дима говорит. Если бы не мы, то на нас бы напали, Крым бы стали отвоевывать. Ну, ЛНР, ДНР, дальше Крым отвоевывать, да. С другой стороны, понятно, да. Не надо допустить, чтобы на территории стояли натовские все боеголовки свои не поставили, да. То есть, получается, мы ничего сделать не успеем. Ну, кто мы-то? Мы-то, может, еще ничего, да? Дальний Восток. Москва там будет под носом, выпустит боеголовку с страны Украины, не перехватить ничего не смогут, да? А Америку на Америку мы уже отправить не успеем, соответственно. Боялись, чтобы Дима там не остался. Я думаю, начнут, как она любит на гнилуху давить, да, как говорят. Все-таки что, за брата отомстить не можешь, что еще, что не хочешь, что так же начинают нас еще говорить. Ему вперед оставлять начали. Когда он 21 апреля там был, ой, оставайся, ты зачем пишешь рапорт, оставайся, ты не будешь ни по каким командировкам ездить. Он говорит, сына, нашел кому верить, фигня это все. Нас тут на каждом шагу накалывают, а там-то и подавно говорит. Лишнего не наговорить бы на статью, но тем не менее это... Я думаю, что это просто уничтожение северных малых народов идет. Вот и все. Вот сколько сейчас погибло молодежи, да? Ну, вот это поколение, которое вот путинское поколение было 90-х, которое очень мало людей родилось. И сейчас пошли дети путинские дети, а сейчас потом пойдут такая черная полоса, я думаю, что украинская, это, которой погибли дети, и вот это рождаемости просто не будет, и все. Хотя сейчас эти школы сады строят, вопрос стоит, для кого они строят. Ну, для кого они будут? Какая нахрен рождаемость будет, если половину на вахте работает, половину в армии гибнут? Привет, сын. Чего у тебя все получилось, нет? Знаешь, что, короче, сейчас приехал, разговариваю, Гречев насчет моего увольнения. Они сидят, короче, куда звонит, узнает. А его, говорит, на срочку уже перевели, говорит, до 3 ноября. Они что, вообще охренели? Я говорю, какая срочка-то? Вот уроды. Я приеду. Да не надо, приезжай, мама. Нафиг этого Татарченко, он точно всю морду расквашу, скотина. А что слушать? Вы мне каждый раз по-разному говорите. Вы каждый раз мне говорите, послушайте. Это вот так-то будет, это так-то будет. Вы когда звонили, я все ваши вопросы вникал на все. Не орите на меня, еще раз говорю вам. Так а вы почему на меня... Я не кричала, я нормально с вами разговариваю. Я отправила вам 2 детей. Я еще какой долг должна государству? Что я еще государству должна? Теперь еще и чтобы этот ребенок у меня там завис, что ли? Я разберусь по поводу вашего сына. Я же попросил дать тебе время, 1-1.5 часа. Хорошо, я буду ждать вашего звонка. Хорошо. Вот, спасибо за понимание. А то, видимо, хотите меня вообще даже без внуков оставить, если на то пошло. Вот такая вот война у нас, вернее, военная операция. Как будто у нас националистов нету, да? Вот заметьте. Вот на Западе националисты, скинхеды, что и... Даже в Иркутске есть скинхеды. Даже в Бурятии есть скинхеды. Почему у нас тогда нету денофиникации или как там и национализм, как это называть, до сих пор вы говорить не могу эти слова. Где не такие слова взяли только. Тогда надо было сначала неонацистов у себя в России всех убрать, а потом куда-нибудь, да, вот в ту сторону. И все, мы же тоже думали, что у нас дети на учение поехали, а так бы я здесь поезд остановили, забрали бы детей, бы нахрен эта война нужна была бы. Не знаю, смысл ли есть, нет. Ну, тогда бы сразу разбомбили, да и все, что с ними чикаться-то. Вот они сейчас мирных жителей берегут. Столько сюда отправили беженцев, да? Мне-то, честно сказать, вот мне на раз-два бы я им глотки сейчас бы перерезал. Дети-то как разговаривают. Сейчас мой папа москалей перебьет, и мы домой вернемся. Прямо так дети, говорят, 5-летние, 4-летние дети, так как говорят. Вот их отцы там погибнут, они кем вырастут? Они будут отсюда мстить, я считаю. У них же это уже в крови все. Я считаю, это вообще грубейшая ошибка, что они сюда всех расселяют, этих беженцев. Зря они так.
Мы что, сами хорошо все живем, что ли? У нас много тоже безработных, которые работу найти не может. Жилья у людей нет. А им все на раз-два, пожалуйста. Все предоставлено. Такое ощущение, что уже пытаются нас, чтобы мы стали ненавидеть собственную страну. Привет, вот, снимать. Надо было. Вчера моему домик какой. Вчера и памятник пришел. Вообще все хорошо. Почему Запад-то не воюет? А один все вот, вся Бурятия, Дальний Восток. Витя был живой, всегда говорил, мама, говорит, мы же Да. буряты, говорит. Да. Матом не скажешь, он всегда матом говорил. Ебанутый. Мы же, говорит, обезбашенные буряты. Мы буряты обезбашенные, хотя он у нас русский. Хотели испугать, как в 14-м. Зашли они маленько раз в Дебальское кольцо, когда было, вот раздолбили, остепенили их и все, вот, вышли. Там же потом передача была. Путин говорил, что никого нету. Всех уволить хотел же еще. Ой, Вите надо сигаретку, он у нас курить любил. Аж без ума. О, размыло яму-то. Что еще здесь? Получается, как это же мировая война? Не отечественная же, а мировая война. Это как? Или спецоперация? Спецоперация. А Ванга как Войны-то говорила, нет. мировая война. Путин по телевизору говорил, что я еще войну не начинал. Это только спецоперация идет. Где дети гибнут. Спецоперация.